Чарли был в отпуске, когда решил использовать свой дрон в надежде найти что-то интересное. Однако он в итоге обнаружил нечто, что потрясет весь мир. С 7-го этажа отеля он запустил дрон в воздух с улыбкой на лице, пока устройство жужжало и быстро удалялось вдаль. Уже некоторое время Чарли думал о том, чтобы заняться восхождением на горы, но прежде чем принять решение, решил проверить, насколько опасна зона с помощью дрона. Держа пульт в руках, он внимательно следил за всем, что фиксировала камера. Дрон пролетал над людьми, машинами и деревьями, но вскоре количество людей стало уменьшаться по мере приближения к горам. Аппарат пролетел над зелеными полями и вершинами гор. Довольный Чарли продолжал отправлять дрон дальше, уверенный, что когда он решит начать восхождение, его ждет отличное приключение. Но когда аппарат пролетел над одной из гор, что-то странное привлекло внимание мужчины. Он внезапно остановил устройство, задумавшись о том, что увидел. Это было похоже на пятно посреди зелени, что не имело объяснения. Сначала он был уверен, что пятно двигалось. Он попытался увеличить изображение, но чем больше он это делал, тем более размытым оно становилось. Понимая, что нужно подлететь поближе, он начал медленно опускать дрон к месту. Пятно становилось все больше, и его глаза расширились от удивления, когда он понял, что это собака. Животное лежало на боку и, казалось, не обращало внимания на дрон, который кружил над ним. Чарли задался вопросом, как собака оказалась так далеко от людей и так высоко в горах. Он не мог представить, как животное туда попало. Чарли развернул дрон, чтобы осмотреть местность в поисках хозяина собаки, но поблизости никого не было, даже на километры вокруг. Он снова направил камеру на собаку и подлетел еще ближе. Его сердце забилось чаще, когда он понял, что животное страдает. С собакой происходило что-то ужасное, а помощь была за километры от нее. Чарли несколько минут обдумывал ситуацию, сделал фото собаки и окружающей территории, а затем вернул дрон в отель. Когда дрон оказался у него в руках, он быстро вышел из отеля и направился к своей машине, решив спасти животное, которое явно страдало. Ничто не могло остановить его в этом решении. Чарли сел в машину, рванул с места, подняв облако пыли, и направился к горам. Он крепко держал руль, как будто его жизнь зависела от этого, не понимая, почему эта собака стала для него такой важной. Обычно он не беспокоился о таких вещах в своей повседневной жизни, тем более до такой степени, чтобы думать о спасении животного. Чарли владел успешной компанией и впервые за 7 лет смог взять отпуск. Со студенческих времен он знал, что не будет счастлив, работая на других. Он не был тем человеком, кто выполняет приказы, поэтому был полон решимости стать сам себе начальником. На последнем курсе университета он основал свою компанию. Изначально это был полностью онлайн-бизнес, но вскоре его идея стала успешной. Отзывы были отличные, и за год количество пользователей удвоилось. С ростом спроса Чарли пришлось нанять свою собственную команду. Он стал боссом и вскоре расширил бизнес, включив в него фрилансеров и клиентов по всему миру, что увеличило рынок и прибыль компании. Когда его компании исполнилось 7 лет, он понял, что не может продолжать так много работать, не наслаждаясь плодами своих усилий. Несмотря на то, что он зарабатывал много денег, он совершенно не получал от этого удовольствия. Тогда он решил, что пришло время взять перерыв и отдохнуть. В конце концов, он уже окружил компанию компетентными сотрудниками и был уверен, что они смогут справиться без него. Он представлял себе, что его ждут невероятные каникулы с восхождениями и даже прыжками с парашютом. Но он и не догадывался, что все закончится неожиданным спасением. Чарли ехал по горным дорогам не для того, чтобы заняться восхождением, а чтобы найти собаку, которую он увидел с помощью дрона. Он разгонялся как можно быстрее на опасных дорогах, пока не остановил машину.
Дальше дороги не было, и мужчина начал идти пешком, снова запустив дрон в воздух, чтобы локализовать собаку. После того, как он ее увидел, Чарли направился в то место. По мере того, как он поднимался, местность становилась все опаснее, и несколько раз он почти потерял равновесие. Он задавался вопросом, как собака забралась так далеко и так высоко в горы. Когда он, наконец, дошел до места, его сердце сжалось при виде состояния животного. Собака стонала от боли, и Чарли, внимательно присмотревшись, заметил нечто удивительное. Собака была беременна. Он попытался успокоить ее. Медленно протянув руку, он понимал, что беременная собака может отреагировать агрессивно. Однако, к его удивлению, собака не реагировала. И тогда он понял с тяжестью на сердце, что собака была еще и слепа. Чарли упал на колени, потрясенный жестокостью ситуации. Он не мог поверить, что кто-то мог оставить беременную и слепую собаку в этой горной местности. Аккуратно подняв ее на руки, он начал трудный спуск с горы. Путь до машины был долгим из-за дополнительного веса, но он все же добрался. Он положил собаку на заднее сиденье и нашел ближайшую ветеринарную клинику. Прибыв туда, он остановился у входа, выбежал и позвал на помощь. Собаку сразу же доставили в операционную. Через несколько часов ветеринар вышел с улыбкой, сказав, что если бы ее не спасли вовремя, ни она, ни ее щенки не выжили бы. Роды прошли успешно, и теперь у собаки было 6 здоровых щенков. Чарли захотел увидеть собаку, но ветеринар сказал, что за ней еще ухаживают его помощники. Во время их разговора ветеринар признался, что узнал это животное. Бывший хозяин привозил ее в клинику несколько месяцев назад, но вместо того, чтобы позаботиться о собаке после травмы, бросил ее. Скрученная лапа и слепота были результатом этого пренебрежения. Для Чарли стало очевидно, что хозяин больше не хотел брать на себя ответственность. Позже, когда собаку вымыли, Чарли навестил ее. Она выглядела слабой, но явно стала лучше, окруженная своими щенками. Удивленный ее добротой, он решил усыновить ее прямо там. Во время отпуска Чарли каждый день приходил в клинику, чтобы навещать Ладу и ее щенков. В конце отпуска Ладу выписали в добром здравии. Чарли сделал ремонт в доме, установив ограждение, чтобы она не поранилась, и всегда выгуливал ее, покупая угощения. Они стали неразлучными друзьями. Никто не мог бы представить, что обычная поездка может породить такую крепкую дружбу. Чарли, благодарный за этот опыт, пообещал больше никогда не упускать возможность взять отпуск, ожидая нового чуда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.